Да, здравствуйте всем. Удивительно, что столько людей пришло за... Ну, в общем, да, мы рады. Меня зовут Марат, я психолог, психотерапевт, занимаюсь нарративной практикой. Я, насколько вижу, здесь есть люди, которые знают, что такое нарративная практика. И мы в какой-то момент организовали такое содружество, которое называется «Край». И мы там занимаемся, собственно, реализацией принципов нарративной практики и обучением нарративной практики. И в рамках вот именно обучающей части мы в какой-то момент решили приглашать людей, которые нам нравятся, на которых бывает, может быть, сложно послушать. Не так много записей или статей. И вот Марсела как раз стал таким человеком. Я бы... Марсел, наверное, скажет пару слов. Will you say a couple words about yourself afterwards? Yeah. Before I start? Yeah. Марсел про себя немножко скажет еще. Нам, наверное, важно было... Мы провели двухдневный семинар в Москве. Но так как Марсела, она вообще из Колумбии, сейчас живет в Соединенных Штатах Америки, ну и так долго сюда добиралась, что мы подумали, что нельзя в Санкт-Петербург не съездить. А раз уж мы в Санкт-Петербурге, нельзя не провести лекцию в Европейском университете. В общем, такая история. Как будет все происходить, Марсела сейчас расскажет, будет рассказывать то, что собиралась, и в течение где-то 1,5 часа, плюс-минус. И в конце будет возможность для некоторых дискуссий, поэтому вы можете как-то запоминать вопросы или комментарии, которые у вас появляются, вы можете записывать. Если вы можете записывать их по-английски или на испанском, будет вообще супер. И присылайте их сюда, и буду показывать Марселе, не придется переводить. Привет. Ну вот. Важно сказать, что я не переводчик. Я просто знаю несколько слов на английском. А Марсел будет говорить по-английски сейчас. Вот, если вы чувствуете, потому как я буду переводить, что вы сможете справиться лучше, вы можете вызываться добровольцем. Поменяемся. Поменяемся, да. Я переводчик, я занимаюсь переводом семинаров. Может быть, мои услуги пригодятся. Ну, смотрите сами, ладно? То есть я собирался переводить, если нужно, если решите, если хотите. Если вы почувствуете, что нужна помощь, я это Да, я буду делать знаки. Если что, я тоже. Классно. Заранее прошу вас прощения за то, что будет происходить дальше. Ладно, мы discussing translation. Alright. В смысле, да. Марсела, поланко, поприветствуйте. Привет. Anybody speak Spanglish or English? Кто-нибудь говорит на Spanglish или на английском? So I apologize in advance. Я заранее извиняюсь. Because the text is not in Russian. Потому что текст на слайдах не на русском. So at least you could entertain yourselves trying to decipher the message. Ну, вы, по крайней мере, сможете развлекать себя, пытаясь понять то, что там написано. I am honored to be here. Для меня честь быть здесь. I learned how to do that in Russian, but I have to say I'm honored to be here, but I left my notes. Я уже пытался выучить, как это сказать по-русски, потому что для меня честь здесь быть, но забыла записи. I come from very far. Я приехала издалека. As I think Marat mentioned, I am from Colombia. Как Марат упомянул, я из Колумбии. I live in the US. Живу в Соединенных Штатах Америки.
And as I mentioned in the workshop a couple of days ago, И как я упоминала пару дней назад на семинаре, it is the first country that I visit where my Colombian passport give me an advantage over my US passport. И Россия — это первая страна, в которой мой колумбийский паспорт дает мне преимущество по сравнению с американским. So I feel at home. Так что чувствую себя как дома. Потому что виза не нужна. Even though I cannot speak the local language. Даже несмотря на то, что пока не говорю по-русски. I'm also excited to learn a bit about the context of the university. Мне было интересно и удивительно узнать немного про университет. I couldn't think of a better context than a liberal university. Не могла придумать более удачного понятия, чем либеральный, свободный университет. To speak about activism in relation to suicide. И нет, наверное, лучшего места, чтобы говорить об активизме по отношению к теме самоубийства, суицида. Since we have very little time, так как у нас немного времени, I'll try to be brief in introducing myself. Я постараюсь себя представить довольно коротко. I self-identify myself. Я определяю себя as a cisgender woman. Как цисгендерная женщина. Mestiza. Местиса. Позже. I have indigenous, African and European influences. У меня корни африканские, европейские, African и европейские. Не корни, а влияние. Ну, влияние. I am heterosexual. Я гетеросексуальный. Ascribe to no religious orientations. Не отношусь себя ни к какой религиозной конфессии, религиозному направлению. Body abled. У меня нету ограничений по здоровью. Инвалидности. Professionally, I am a family therapist. Профессионально я занимаюсь семейной терапией. Family therapist, narrative therapist. Я нарративный практик, нарративный терапевт. Wannabe decolonialist. Хотелось бы себя считать деколониалисткой. And I work in academia. В академии работаю, в академической среде. At San Diego State University. В университете Сан-Диего государственном. So the ideas that I want to share with you today. Итак, идеи, которыми я хотел бы поделиться с вами сегодня. Are a bit of a combination. Это комбинация, это смесь. Between narrative therapy. Нарративной терапии. Critical suicidology. Критической суицидологии. And a bit of magical realism, but only a bit. И немного, самую каплю магического реализма. Who is not familiar with narrative therapy? Кто здесь не знает, что такое нарративная терапия? Oh, great. Okay. So, to the rest of you, put them up to speed about what narrative therapy is. Just kidding. Like the rest of the group could tell them what narrative. Вы в прекрасной ситуации, потому что все остальные могут вам рассказать, что же такое нарративная терапия. All right, I'm gonna highlight some basic ideas of narrative therapy. Я хочу сейчас выделить несколько таких ключевых идей нарративной терапии. But please, those of you who are familiar with it, feel free to add on or. Ну, если вы знакомы с нарративной терапией, можете добавлять, что вам кажется важным. So I came to learn about narrative therapy from Michael White and David Epstein. Я училась нарративной терапии у Майкла Уайта и Дэвида Эпстена. I understand it as a framework influenced by various disciplines. Мне кажется, что это направление, которое находится под влиянием различных дисциплин. From family therapy, social work, семейная терапия, социальная работа, including anthropology, антропология,
white feminism, белый феминизм, post-colonial ideas, постколониальные идеи, post-structuralism, etc. философия постструктурализма и так далее. One of the things that I appreciate about the framework То, что мне нравится в этом способе мыслить, is the notion of agency. Идея agency или возможности, ощущение возможности влиять на свою жизнь. Нету такого прямого перевода. Agency. And I understand it as the ability that we have Я это слово понимаю как некоторая способность, которая у нас есть, to intervene in our own lives. как бы включаться и влиять на свою собственную жизнь. Would you say something different about it? No, that's right. Okay. Another key term is the absent but implicit. Другой важный термин — это отсутствующее, но подразумеваемое. Это то, как принято переводить это слово. Отсутствующее, но подразумеваемое. Термин. So I've come to understand that as the stories that we share about our lives. Предполагается, что истории о нашей жизни, которые мы рассказываем о своих жизнях, have implicit, the stories told explicitly carry implicitly. Предполагается, что те истории, которые мы можем о себе рассказать вот эксплицитно, да, содержат в себе имплицитно values, dreams, beliefs, ценности, надежды, какие-то верования in their context. И другой контекст. And these contexts are relationally, historical, political, social. И это имплицитное содержание, оно социально, политически организованно формируется, социально, политически, исторически. Identity is another important term in narrative therapy. Идентичность — это еще один важный термин в нарративной практике, терапии. Извините, Yeah, please. В русскоязычном контексте подход называют и терапией, и практикой. То есть нарративная практика и нарративная терапия, в общем, синонимично используют. Так что я иногда буду, возможно, когда я говорю практика, а мы слово говорим терапия, в общем, мы говорим об одном и том же. Подход, да. So, identity not as an essentialist idea, but a fluid construction that gives us a sense of ourselves and our world. Идентичность — это не некоторая сущностная характеристика, а нечто, что дает нам представление о нас самих и о мире. So I appreciate Michael's way of describing it as a sense of identity. И Майкл называл это даже чувством идентичности чаще. Sense of identity. Or a project of identity. Или даже проект идентичности. Which assumes that it's ongoing at all times. Что предполагает, что он постоянно в процессе создания. То есть это не что-то оконченное. And the last term is the idea of positioning in this, Последнее — это идея позиционирования. Which connects to the notion that we are always responding to circumstances. Здесь предполагается, что мы всегда каким-то образом отвечаем на условия нашей жизни, на то, что с нами происходит. Instead of passively receiving the effects of life. А не являемся пассивными такими реципиентами влияния мира. So when I think about narrative therapy, practice, когда я говорю и думаю про нарративную терапию или практику, I understanding as setting up a context. The therapist sets up a context. Я предполагаю, что терапевт задает контекст. In a therapeutic conversation through the means of asking questions. Контекст терапевтического разговора с помощью вопросов, которые задает. To support the person in making more tangible their projects of identity.
чтобы помочь сконструировать какие-то более стойкие или значимые вот эти идентичности или представления о себе. In order for them to perform their agency in shaping their lives. Чтобы помочь людям проживать вот это agency, то есть способность влиять на свою жизнь и способность как бы формировать ее самостоятельно. In accordance to what they value or deem most important for them. В соответствии с тем, что они считают ценным и наиболее важным в своей жизни. According to their communities and their cultures. В соответствии с тем, что важно для их сообществ и их культур. So anybody would like to add anything to that in your understanding? Хотелось бы что-нибудь добавить из вашего понимания нарративной терапии? So I came across critical suicidology. Я наткнулась на вот эту критическую суицидологию. Actually, through the work of a narrative therapist called Jennifer White in Canada. В работах Дженнифер Уайт из Канады, тоже нарративная практика. And this is a newly developed discipline. Это новое направление, новая дисциплина. Interdisciplinary. Она междисциплинарна. They're interested in including different sectors of experience or work, different sectors of work. И они заинтересованы в том, чтобы включить разные направления, разные, уделить внимание разным направлениям работы. They are a group of philosophers, anthropologists, sociologists. Среди них философы, антропологи, социологи. Cultural studies. Исследователи культуры. There's only a handful of psychologists or therapists part of this group. И не такое большое количество психологов среди этих людей. So this is the website if you read English. Если читать по-английски, вот их веб-сайт. They meet at a conference, and they are starting to make their work public. Они встречаются на конференциях и стараются, чтобы их работу, сделать их работу публичной, доступной для людей. And most of their work is being documented here. И в основном вся их работа задокументирована здесь. Здесь critical suicidology.net. So there are two texts that sort of summarize their work. Есть два текста, которые как бы обобщают их работу. This is one of them. Это вот один из них. If any of here are Foucault enthusiasts, есть ли здесь любители Фуко? You would find also a book by Ian Marsh. Вот вам рекомендую вам ознакомиться с книгой Ian Marsh, titled Suicide, которая называется «Суицид», which is how Foucault could contribute to rethink the current state of suicide studies. И она как раз о том, как Фуко и работа Фуко могут повлиять на переосмысление современных работ по исследованию суицида. I may be wrong, but I think he's a philosopher. Ian Marsh, a philosopher from the UK. Ian Marsh, философ из Великобритании. So Jennifer is a therapist, a psychologist in Canada. Дженнифер она психолог из Канады. Not related to Michael White. С Майклом Уайтом она не связана никак. Ian Marsh, a philosopher. Ian Marsh, философиня. Michael Krall, sociologist. Это мужской. Michael Krall. Anthropologist and антрополог. Sociologist. Социолог. Anthropologist and sociologist.
Oh yeah, and then Jonathan Morris is also a psychologist. И Джонатан Моррис тоже психолог. So I emphasize their origins and their disciplines. Почему я делаю акцент на их профессиональном таком... Сейчас, извините, я вышел из кадра. Почему я делаю акцент на их профессиональном бэкграунде? Because that speaks about how this field is shaping from multiple perspectives. Потому что мне важно подчеркнуть, что это поле суицидологии критическое, оно формируется мыслителями из разных подходов. So please feel free to interrupt or ask questions whenever they come to mind. Если появляются вопросы, поднимайте руку, спрашивайте. So one of the things that they critique Одна из вещей, которые они критикуют, is the statistical portrait of suicide. Статистика. The statistical. Одна из вещей, которые они критикуют, это статистический портрет самоубийства. The majority of the articles of research on suicide Основное число вот этих исследований самоубийств start in this way. Начинается так. Demonstrating the suicide statistics. Они демонстрируют статистику самоубийств. To alert how urgent this topic is. Чтобы подчеркнуть, насколько важна эта тема вообще. Well, this information is useful. Как, на ваш взгляд, эта информация полезна? It dehumanizes the phenomenon. Она дегуманизирует этот феномен. But if you want to know, this is the statistics of the World Health Organization. Если вам любопытно, это статистика Международной организации здравоохранения. По-другому переводится, по-моему. Всемирная. As you may know, this organization Вам, наверное, известна эта организация. Has a lot of power in shaping what mental health has become around the world. И она достаточно влиятельна в том, чтобы формировать представление о психическом здоровье во всем мире. So Russia has been under the radar of the World Health Organization. Russia has been under the radar of the organization. И Россия как бы ниже радара была для ВОЗ, то есть не попадала в эту... If you can see yourselves in this map. Можете ли вы себя здесь увидеть на этой карте? According to them, согласно их статистике, less than 15 people killed themselves by suicide in 100,000 population. Less? Less. More. Yeah, it's more. Oh, sorry. Oh, thank you. I'm like terrible at this. То есть медитируем, правильно? Я залилась. So we're leaders in this. There you go. Если обратить внимание, то согласно их исследованиям, Россия лидирует в плане самоубийств, статистики, да? Здесь происходит больше 15 самоубийств на 100 тысяч населения. А Индия как на 16-й год. Что? Индия как казалось свою философию принятия всего. How India got into with their philosophy? How did they get here? Oh, what do you mean? It's also right. Oh yeah, because it's following this category, not necessarily. Это просто, это их статистика, то есть статистика самоубийств. Like for example, Как ты оказалась-то? Да. Ну, то есть согласно статистике, там много самоубийств. I'm going to show you another map. Покажу вам еще. See yourselves. Еще одну карту покажу, чтобы вы могли себя увидеть. Yeah, so according to them, you have mental health policies in place when it comes to suicide. Согласно их статистике, исследованиям, у нас все в порядке с вот этими социальными сервисами, связанными с суицидами и самоубийствами. Yes. So there are decisions being made at this point based on this data.
Итак, их выводы, они базируются, которые они делают дальше, они базируются вот на этой статистике. And the last one. И вот вам еще одна карта. The psychiatrist working in mental health. Сколько психиатров работает в этой сфере? Yeah. И в России больше 40 на 100 тысяч населения. Чем севернее, тем больше психиатров. Австралия. Yes. Except Australia. Yeah, exactly. А вопрос можно? Туда входят государственные структуры, психиатры, которые в государственных учреждениях, или учитываются частные? Both. И то, и другое. Yes, regardless of the sector in which they are working. Вне зависимости от сектора, да, где они работают. And it's interesting that they are counting psychiatrists. Интересно, что они считают психиатров Only. Только психиатров, то есть учитывают только психиатров. Because they assume that psychiatry is the responsible profession of suicide. Потому что они считают, что именно психиатрия является ответственной за эту тематику, тему самоубийства. Which has resulted in the psychiatrization of suicide. И это приводит к психиатризации самоубийств. So, other of these institutions of power of mental health. Другим институтам, властным институтам в сфере психического здоровья. This time the American Foundation of Suicide and Prevention. В этот раз, например, мы сейчас смотрим на американский фонд суицида и предотвращения суицидов. They organize the risk factors of suicide in these three different categories. Они организуют факторы риска в 3 категории. Health factors. Факторы здоровья. Environmental factors. Условия среды. Historical factors. И исторические факторы. So if you look at them, oh no, I have to read them, right? Because they're in English, I'm sorry. Yeah, so the health factors emphasize. I can translate just. Oh yeah, awesome. Ну, к факторам здоровья относят психическое здоровье, депрессию, Substance abuse. Употребление веществ, биполярное расстройство, шизофрения, личностные расстройства, тревожные и поведенческие расстройства. Спасибо. К условиям среды относят доступность некоторых опасных веществ или средств, это наркотики, оружие и так далее. Стресс, дискриминация и безработица, стрессовые какие-то события в жизни, такие как развод, долги, утраты близких и так далее. Свидетельство, когда человек стал свидетелем самоубийства, тоже такое. К 3-й категории исторических факторов относят уже наличные, уже попытки самоубийства, которые были у человека, если они были. История суицида, ну, видимо, тоже про попытки речь. Я думаю, это семейная история. Может быть, семейная история. History of suicide is like in family? Or the person if they have attempted before. But they had prior attempts at a separate Prior. Oh, that's right, yes. In their family. Да, наверное, в семье, да. Сексуальное насилие, пренебрежение и травма. Что такое? Пренебрежение я не знаю. Теми, кто должен о тебе заботиться. Okay. Do you see a pattern in these descriptions? Вы замечаете какой-то паттерн, какую-то закономерность в этих описаниях? Диполитизм. Я прошу прощения, может быть, мы действительно попросим профессионального переводчика? Да, нормально. Близко все. Да, все в порядке. Okay.
Мне кажется, там совсем нету ничего о религии и о каких-то таких подходах. There's nothing about religion or something like that. Exactly. Yes. Да. So the pattern that I see is everything is within the person. То, что я замечаю, что все эти описания, они касаются вот какие-то внутренние описания человека. It's contained within the person. There's something going on within the person that takes them to wanting to kill themselves. То есть что-то происходит с человеком именно, внутри человека, что побуждает этого человека совершить самоубийство. Но вторая колонка, она же как раз не об And what этом. about the second? There are triggers that are evoking something on the person. Это что-то типа триггеров, спусковых механизмов, которые запускают что-то во мне. So employment creates stress. The stress take the person to want to kill Например, themselves. увольнение вызывает стресс, а стресс вызывает желание покончить с собой. Мне не хватает какого-то внимания к различным представлениям и взаимоотношениям о смерти в разных культурах. I think there are some differences in how people relate to death and dying in different cultures, and here it's not included. Exactly. Yes. Yes. Yeah. So this is like a universal understanding about suicide that does not take into account context. То есть это некоторое универсальное представление о суициде, которое вообще никак не учитывает контекст культурный, вот как мы сказали, предыдущий. The majority of the treatment initiatives in the US and some areas in Latin America Основные способы воздействовать или предотвращать суицид в Америке и многих латиноамериканских странах are founded on this idea. основаны на этих идеях. The person is given responsibility, То есть ответственность на человеке, sole responsibility for wanting to kill themselves. полная ответственность за желание покончить с собой на человеке. Therefore, there's concern that there's something wrong with them. То есть предполагается, что с ними что-то не так, с этими людьми. And this triggers a response from professionals. И это побуждает профессионалов определенным образом отвечать на эту проблему. Of wanting to take over, wanted to take the life over of the person because they are ill. Может возникнуть желание как бы перехватить управление жизнью, то есть управлять жизнью человека вместо него самого. In the US, they have to surrender their agency. В Соединенных Штатах, например, они должны как бы отдать свою вот эту agency, то есть способность влиять на свою жизнь. They become hospitalized against their will. Например, их могут госпитализировать без их собственного желания. Only a psychiatrist could authorize for the person to be released. И только психиатр может дать согласие на то, чтобы человека отпустили из госпиталя. They become psychiatricized, medicalized. И они, то есть эти люди становятся психиатризированы и медикализированы. They're isolated because they're not allowed to have contact with their support system. И они лишаются поддержки своей системы, поддержки своих близких, например, они становятся изолированы от них. So narrative therapy and critical suicidology Так что нарративная терапия и критическая суицидология critiques the pathologization and individualization of suicide. критикуют индивидуализацию и патологизацию самоубийства. And rather situates suicide within the context of social suffering. И предлагает расположить суицид в контексте социального страдания. Это термин, который такого перевода social suffering, то есть это социальное страдание, скорее всего, не самый лучший перевод, но прямой перевод. Социальное страдание. Давайте. No matter how individual the act of killing oneself may look, it's a social act. Вне зависимости от того, как выглядит акт самоубийства, это социальный акт. And it's a response to a social, political, historical problem.
И это ответ на некоторые социальные, исторические, политические проблемы, культурные. Not a mental health problem. Это не проблема психического здоровья. When the suicide is individualized, Когда самоубийство индивидуализировано, the social relationships of power, of oppression, of discrimination, вот эти социальные отношения власти, дискриминации по отношению к человеку are not made accountable не принимаются в расчет. for having taken a person to a place where death is more appealing than life. На них не ложится ответственность за то, что они привели человека к тому месту, где он принимает решение распрощаться с жизнью. So, they critique the pathologization of suicide, Также они критикуют патологизацию самоубийств. that is not a self-imposed death. It's not a personal or individual aspiration to die, То есть предполагается, что это не некое желание человека умереть, but a life choice that is embedded in a complex social, historical, and political context. а некоторый выбор, который располагается в контексте культурном, политическом, социальном. They also critique the current state of knowledge about suicide, how they're studying it. Также они критикуют то, как исследуется тема самоубийств в современном мире. Most of the research is quantitative, В основном эти исследования количественные, where numbers are the way in which suicide is being talked about. И цифры — это то, как описывается, то, как о суициде принято говорить с помощью цифр. Only professionals or researchers are speaking about what to do about it. И только профессионалы, именно эти исследователи, могут сказать, что с этим делать. Displacing the contributions of insiders or insiders. Как бы девальвируя, убирая возможность, собственно, людей, инсайдеров, то есть тех, у кого есть подобный опыт, что-то сказать по этому поводу. То есть, как бы, ученые исследователи как бы забирают это право голоса у тех людей, которые знают, что это такое, ну, не понаслышке. Of course, if a psychiatrist think that the person lost their sense of sanity and want to kill themselves, so if a psychiatrist considers that they lost their mind and they want to kill themselves, Это исходит из представления о том, из представления психиатров о том, что, ну, если человек как бы скатился с катушек и решил себя убить, of course, they're not going to include them to contribute to the production of knowledge to understand suicide. ну, конечно, их не нужно включать в производство знаний о том, что такое самоубийство и что с этим нужно делать. Lived experience in critical suicidologies is situated as the leading force to understand suicide. В критической суицидологии именно опыт людей является таким главным источником понимания о том, что же такое самоубийство. For example, I just went to Perth, Australia, to their third conference. Например, не так давно я была в Австралии, в городе Перт, на конференции. And the conference started, instead of an intellectual giving a keynote, their keynote speak. И конференция началась не с привычного формата, когда некоторый ученый делает доклад или открывающее слово. Instead, it started with the stories of insiders. Эта конференция началась с истории вот этих инсайдеров, людей, у которых есть опыт. Talking about their longing for wanting to die. Которые рассказывали о том, как у них это, как появилась у них эта устремленность, что ли, или решение о том, чтобы покончить с собой. Intention with the desire of living. Которая оказалась в напряжении, в противоречии с желанием жить. Lived experiences were all throughout the conference as the forefront
of understanding what suicide is about. И вот опыт людей стал, и продолжил на все конференции, он остался как бы главной опорой для всего, что происходило. То есть опыт людей звучал постоянно. Where I work in the US, там, где я работаю, в Штатах, when somebody brings up ideas of suicide, когда у кого-то появляется идея о том, чтобы покончить с собой, a protocol of the so-called risk assessment needs to be put in place. Специалисту он должен достать как бы такой протокол, опросник риска суицида и дать человеку заполнить. Following a line of questions based on these descriptions. И этот опросник содержит как раз пункты, которые основываются на этом понимании самоубийства, о котором мы говорили, из этих 3 категорий факторов. The lived experience is displayed. Как видите, здесь нету места для описания личного опыта людей. And now we all want to hear is this person going to attempt against their lives? Все, что хочется понять, каков риск того, что будет попытка. To see by checking all of these research-based factors. Нужно просто посчитать количество этих факторов риска. To make a determination if they need to be hospitalized. И на основе этого решить, нужно их госпитализировать или нет. Is it any resemblance of how it's approached here, or is it quite different? Похоже на то, как это здесь устроено, в России или нет? Yeah, okay. Я думаю, только у нас нету, то есть там специалист должен это сделать, иначе у него могут быть последствия, если клиент говорит о самоубийстве, о мыслях. У нас вообще тоже в практике есть прецеденты. Окей. Не важно, есть прецеденты, но вот то, о чем говорит ГОС, что у нас есть политики, есть. The same protocol, yes. So at that moment, we have professionalized, institutionalized, medicalized the person. Итак, к этому моменту мы уже профессионализировали, институализировали и патологизировали, медикализировали, извините, личность человека. Which isolates further the person. Что это делает? Это изолирует человека. And leaving no space to speak about death. И по большому счету не оставляет возможности для того, чтобы поговорить о смерти. Their desire of wanting to die. Собственно, об их желании умереть. And the context to which that desire belongs. И контекст, из которого это желание вообще появилось. That is not contained within the boundaries of the person's skull. И этот контекст располагается совсем даже не в черепе этого человека, не внутри головы. So there's some literature in the UK about how poverty is related to suicide. В Великобритании есть исследование того, как нищета, бедность связана с самоубийствами. Discrimination, oppression. А также как она связана с дискриминацией, давлением. It's trying to invite the British government to take accountability. The research is aiming to make the British. Это исследование имеет своей целью вовлечь правительство Великобритании to make accountable for suicide and not making only the person accountable for wanting to kill themselves. Это исследование пытается привлечь именно правительство Великобритании к ответственности за самоубийство людей, и не столько самих людей. So this group of critical suicidology is calling for more creative
culturally responsive, strengths-based instead of deficit-based approaches. Итак, критическая суицидология пытается привлечь более какие-то творческие, внимательнее к контексту и политической ситуации подходы. Yes. So I am going to jump a little bit ahead to speak about Я бы хотела немного вперед уже двинуться для того, чтобы поговорить о the suicide. So there are three possible experiences of suicide, which is the person that has a desire to end their lives. Есть three approaches. Well, three experiences in relation to suicide that are unique in themselves. Три типа опыта. Three types of experience. Yeah, the person that wants to die, the person that died, and now the families who are experiencing. Есть как бы три стороны в вопросе самоубийства или в ситуации самоубийства. Есть три стороны. Человек, который собирается покончить с собой. Человек, который покончил с собой, и семья, которая... Тот, кто покончил с собой, и семья, которая является свидетелем этого. So those have been the experiences of the folks that I've worked with. И это опыт людей, с которыми я работаю. So working with family members. Работа с членами семьи. Of a person who had ended their lives. Людей, которые покончили с собой. It is not uncommon to come across also to another phenomenon, which is the criminalization of suicide. И часто еще встречается такой аспект, как криминализация самоубийства. So in English the term is the person committed suicide. На английском сам термин это человек совершил самоубийство, так же как совершил убийство. То есть по-английски точно так же. Is committing also in Russian? Yes. Yes. So the word committing, it's a legal word. И вот это вот слово committing или совершил, это такое слово из правового поля, в английском, по крайней мере, у нас чуть меньше степени. У нас еще есть термин доведения до самоубийства, то есть виноватого все равно ищут. We have a term like forcing to commit suicide. Like есть ли такое we're looking for the guy, the one who was the reason. Oh, that would be. Do you have something like this? No. Нет. Not at all. Yeah, yeah. Добро пожаловать. Yes, thank you. Спасибо, very, very спасибо. Очень thank you. So now not only the person had a mental disorder, now it committed an illegal act. То есть человек не только совершил, не только имеет психическое расстройство, он еще и совершил нарушение, правовое, преступное деяние. And then an additional layer is that it's an immoral act, given that in some religions, killing oneself is immoral. А кроме того, это еще может рассматриваться как такой безнравственный поступок, потому что в многих религиях самоубийство считается грехом. So the families are dealing. So if somebody kills themselves, they cannot cash their insurance, life insurance, for example. И, соответственно, например, последствием может быть то, что если человек совершил самоубийство, семья не может получить вот эту страховку. As if you die by an accident. Если бы, которую бы они получили, если бы человек, например, в аварию попал и умер. Is it the same here? У нас также. У нас никто практически не страхуется. Yeah, the same in Colombia. В Колумбии также. And now the families are dealing with the moral dilemma. Соответственно, семья сталкивается с моральной такой дилеммой. And the sense of responsibility that they didn't do anything to save their lives. И с пониманием того, что они ничего не сделали, чтобы спасти жизнь этих людей.
So the self-blaming has passed from the person who died now to the family. Таким образом, самообвинение переходит от того человека, который совершил самоубийство, к семье. With the challenges that the person is no longer alive to provide a testimony of their act. И здесь особенная сложность заключается в том, что человек, которого уже нет, не может никаким образом объяснить, противопоставить что-то этим обвинениям. So Jaworski and Scott considers that suicide is a response to suicide without a is a response with no response. It's confusing. Так что Джеровский и Скотт определяют самоубийство как ответ без ответа. It is an act with no witnesses. Это акт без свидетелей. The majority of the times, which is complicated to say, but the majority of times, suicide is a private act. Чаще всего самоубийство это некоторое такое интимное событие, то есть оно совершается в одиночестве. Приватное. Yeah. I don't mean to say that this is like the only way. Это, конечно, не единственный способ, но чаще так. But there is a sense of privacy so that no one stops them from killing themselves. So it's a private act in that sense. Так что чаще всего не бывает человека рядом, который мог бы остановить это действие. So one of the important initiatives in therapy, for example, и одна из важных таких инициатив в рамках терапии is how to provide a witness or an audience of that act. Это то, как же можно найти, собственно, свидетелей или как бы, свидетелей этого поступка, этого решения и действия. To acknowledge and dignify для того, чтобы отдать честь и уважение the death. Смерть. So the body, Смерти. the body is at the center of some of the conversations. В центре многих обсуждений находится тело. Because in a way the body remains the act of dying. The body survives the act of dying. Потому что в каком-то смысле тело переживает смерть, то есть оно остается после смерти. So there's an interesting studies on autopsies. Есть интересные исследования аутопсии, вскрытие, да. Yeah, that situates the body's ability to utter text, to the ability of the body to speak, even after it's dead. Которые указывают на возможность тела говорить даже после смерти. So the body becomes a witness to suicide. Таким образом, именно тело становится свидетелем самоубийства. So some of the conversations include an interview to the body. И таким образом возникает возможность в некоторых терапевтических беседах включать тело как собеседника. We can think that the body has been our life companion. Появляется в рамках такого представления, что как бы тело является нашим нашей компанией, сообщником, спутником во время жизни. Throughout the course of our lives, maybe the body is the one that knows us best. И, возможно, в течение нашей жизни наше тело знает нас лучше всего. So this is where magical realism come into place. И вот здесь как раз место, где возникает магический реализм. Because it challenges the modern ideas of the Cartesian body. Потому что он ставит под сомнение картезианского субъекта или тело в картезианской оптике, логике. The notion that divides mind and body. Картезианская логика разделяет тело и разум. When the mind dies, there's nothing there left.
И когда разум умирает, то, собственно, и все, ничего не остается больше. It also deems the body only as a biological and medical depository of liquids that keeps us alive. И тело описывается в этой логике скорее как некоторый контейнер для всевозможных веществ, жидкостей, материи, которая поддерживает разум в жизни, живым. So it would be absolutely absurd. И было бы абсурдно, совершенно абсурдно, to consider that the body is going to be the witness for the death of the person. С этой точки зрения было бы совершенно абсурдно считать тело свидетелем самоубийства. Not for magical realism, however. Но не для магического реализма. So I have had conversations with family members. У меня были беседы с членами семей. So that they can imagine what is it that the body witnessed in the act of dying. В которых я предлагал людям представить, что чему стало свидетелем тело умершего человека. So if you have ever asked a question like, what would your mom or your dad say if they were here? What would they say of what you're saying? Возможно, вы когда-либо задавали или вам задавали такие вопросы. Вот если бы ваш мама или папа были здесь, что бы они сказали? You would ask the same question, but now you're situating the body as a witness. Это похожие вопросы, только теперь в центре становится не мама или папа, а тело. Equally acknowledging how important this figure is in the person's life. Подчеркивая, насколько этот персонаж, эта фигура, тело, были важны в жизни человека. Does it sound absurd to you? Naсколько это абсурдно для вас звучит? Kind of. Типа того, немного. Yes. So I bring magical realism because it's the way in which we conceptualize life in some Colombian communities. Почему я обращаюсь к магическому реализму? Потому что это способ, которым мы концептуализируем, описываем жизнь в некоторых сообществах в Колумбии. But I would be curious in your local cultures, what sort of absurd practices may be useful to challenge modern discourse? Мне интересно, есть ли в вашей культуре, в вашем контексте некоторые абсурдные практики, которые могли бы поставить под сомнение вот эти общепринятые доминирующие способы думать о суициде. That could dignify the integrity of an absurd act like suicide. Которые бы могли дань уважения какой-то отдать этому как бы абсурдному решению убить себя. Я бы отнесла это как раз к картезианскому объяснению. Я читала книгу Шартишвили, он же Акунин. И все равно он расширил мое представление о суициде как чем-то плохом и недопустимом. Во вступлении к книге он объясняет негатив отношения общества к суициду как потерю трудовой единицы, я очень больно. Как человеку, который способен участвовать в производстве продуктов. Suicide because from the point of view of society, it's just the loss of working power. И он отмечает, что тем не менее суицид это единственное, что имеет человек в отличие от животных, волю лишить себя жизни.
свободу how we are этого different from решения. animals, because we have the will and we can do it. Animals cannot, we have free will to do it. Okay. What are your thoughts about that perspective? Что вы думаете об этом, что вы по поводу этого думаете? У меня был случай в консультировании, где мне эти представления из этой книги помогли. Я не кинулась отговаривать и ужасаться намерению. И тем не менее я не призывала, не одобряла это решение. Но я дала понять, что уважаю его и не знаю полностью всех обстоятельств, что это неправильное решение. И я почувствовала, что разговор пошел. И этот человек остался жив. Thank you. Спасибо. У нас, мне кажется, в России оправдан суицид, когда это самопожертвование, например, на войне. В общем-то, практика является преступной. In some cases, for example, during wartime, when it's a sort of не знаю, как самопожертвование. Self-sacrifice. Oh yeah. It's an act of dignity. Можно ли сказать, что в данном случае как бы человеку какая-то дань уважения и да. Те же истории про вот эти вот самоубийства, которые бывают, попытки убить вокруг людей тоже. Ну это вот Oh, I see. Yes, okay. Это отчасти тоже перекликается с тем, что это жертва. Yes. Yes, I think that one of the things that narrative therapy, critical suicidology, and these ideas take me to do. Мне кажется, что одна вещь, которая вот нарративная терапия и критическая суицидология побудили меня делать, is to surrender a sense of morality I had before as a therapist. Как бы отступить от от той морали, которая у меня была до этого. To quickly say, I don't want you to die, I want you to live. My decision. И не торопиться с тем, чтобы сказать, я не хочу, чтобы ты умирал, я хочу, чтобы ты жил. I was so concerned about my own moral judgments that I was not listening to what the person was saying. Я была настолько под влиянием своих собственных моральных суждений, что я не могла даже услышать, что человек говорил. Arrogantly positioning myself as the person that wanted to save their lives. Высокомерно становясь в позицию человека, который должен спасти чью-то жизнь. I am now reminded of one of the insiders that read a poem at the conference. Я вспоминаю одного из людей вот с этой конференции в Австралии, который прочитал стихотворение. He shared his story about many attempts of wanting to kill himself. Он рассказал историю о множественных попытках самоубийства. And he tells us that the option of suicide is what has kept him alive. И он сказал, что само по себе возможность совершить самоубийство — это то, что оставило его в живых. Knowing that that was an option that he could take. Зная, что это то решение, к которому он может обратиться. Gave him the sense that he shouldn't stop people saying you should not die, you should not die, you should not die. It's like I had the option to kill myself, and that freed him from the pressure of the struggle. Зная, что он может это сделать, это знание освободило его от того давления, которое он испытывал со стороны всех людей, которые говорили: не нужно тебе делать, не нужно этого, не нужно делать.
And what has kept him alive has been the love of his children. И что еще его поддержало и оставило в живых, это любовь его детей. If suicide would have not been an option, he would have been dead already. И если бы решение покончить с собой не было бы вариантом, он бы, скорее всего, был уже мертв. I also heard another story that started. This was a transgender woman who started saying, "I am a suicide about to happen." И я вспоминаю еще историю одной трансгендерной женщины, которая начала со слов, что я собираюсь совершить самоубийство. Она именно сказала, что я суицид, который вот произойдет. Вот так вот. I'm suicide. I am a suicide about to happen. I am a suicide. About to happen, yes. Okay. Я суицид, который вскоре произойдет. And proceeded to tell us about how the imminence of killing herself has kept her alive. И рассказал о том, как эта приверженность как бы этой возможности убить себя удерживает ее в живых. She has lived her life saying, "I'm going to kill myself." Она жила, повторяя, я себя убил. That idea, the presence of that idea, has kept her alive. И наличие, просто представленность этой идеи давало ей опору для жизни, оставляло ее в живых. Is it confusing? Yes, it is. Yes. Понятно ли это? Нет, не похоже. No. Welcome to magical realism. I don't get it. Я не понимаю этой идеи. Yes. The story in particular, or? The idea to live with a goal to suicide. Yeah. Я не понимаю, как можно жить, собираясь совершить самоубийство. I mean, long life, like. That's right. I guess that woman is still alive. Yeah. She's still, yeah. So she's living and thinking every day, I'm gonna kill myself, and she's living and thinking and. Yeah. So Может, переведете? Я, короче, не понимаю, как это вообще так работает, потому что то есть, эта женщина, она все еще жива, и каждый день она такая думает, вот я там покончу с собой, и при этом она такая живет. Ну, может, не каждый день. It is not my place in any way whatsoever to explain or make sense of that. Я думаю, что вряд ли я смогу объяснить или как бы какой-то смысл этому придать. It's not anybody's business to make sense of that if it makes sense for her. И, в общем, это не наше дело придавать этому смысл, если это имеет смысл для нее. But I will share a little bit more of the story. Немножко еще поделюсь с вами этой историей. But I hope that you remain in the confusion. Я очень надеюсь, что вы останетесь в этом непонимании. It was an emphasis about the importance of finding spaces to talk about it. Акцент был на том, чтобы найти способы говорить об этом. That is not an isolating story. Так, чтобы эта история была не изолирующей. That it can openly, somebody can openly say, I want to die, I want to kill myself. Создать такие условия, в которых человек может свободно, открыто сказать, что я хочу себя убить. It was a story about challenging the mental health discourses that have further isolated stories about suicide. Это был такой протест против вот этих медицинских описаний, которые изолировали людей, и не давали возможности это сказать. Это может быть обладанием могущества над собственной жизнью. Дает, то есть я хотел да, то есть я владею своей жизнью, управляю. Yes. Which includes death.
что включает в себя собственную смерть. Да. Yes. Да. Я работаю с зависимыми, люди, которые употребляют вещества, меняющие сознание. Вот. И есть люди, которые находятся в длительных ремиссиях. И они периодически думают, я ведь могу напиться? И я обязательно напьюсь. Okay. Yeah. Для них это подобно самоубийству. Кто не пил уже 10-20 лет. Они говорят, да, конечно, я могу напиться, кто мне может запретить напиться? И не пьют. Когда-нибудь я обязательно напьюсь. Секрет в том, что когда-нибудь я умру. Yeah. Все равно. Yes. Yeah. So it's the importance of finding a space to talk about suicide. I think it's critical. На мой взгляд, создать пространство, найти пространство, в котором можно говорить о самоубийстве, очень важно, критически важно. For some of us here that may be working in therapy. Для, наверное, многих из нас, кто работает в терапии. If we are required to put these risk assessment protocols in place. В ситуациях, когда мы должны достать эти опросники риска. Because of the demands of our professions. Потому что так требует того наша профессия. That does not mean that we're not also opening up spaces. Но это не должно значить, что мы не пытаемся создать пространство, for people to talk about death. В котором люди смогут рассказать о смерти, поговорить о смерти. How is it that they, in the course of their life, arrived to a place where death became the most appealing alternative of living? То есть поговорить о том, как в течение своей жизни они прибыли к тому месту, где смерть является наиболее привлекательной опцией. Where is the line between the space and the protocol? In first, you give person the place to talk, and then maybe you put it on this protocol or not. Я спрашиваю, где же эта черта проходит между тем, чтобы дать человеку пространство говорить о смерти, и госпитализацией? Yeah. So I used to do the protocol first and foremost, and it was the only thing. The protocol. Ранее я скорее использовал этот протокол. Это практически единственное, что я делал в таких ситуациях. When I graduated and got my license, когда я получил лицензию, I was given a sense of paranoia. У меня вместе с этой лицензией появилось еще ощущение паранойи. If I didn't do that, I was going to lose my profession. Что если я не буду это делать, я потеряю лицензию и не смогу работать. That paranoia did not include my moral responsibility for the person in front of me. И эта паранойя не включала в себя чувство ответственности за того человека, который передо мной сидит. Now that I'm learning about these ideas, и вот сейчас, когда я узнаю об этих идеях, well, I am life affirming in my practice. Я как бы утверждаю жизнь в рамках терапевтических бесед. I am in the process of learning how to do both simultaneously. Я сейчас учусь, как делать и то, и другое вместе. I am aware that I work in this system. Я понимаю, что я работаю в некой системе. I would have to go back to Colombia otherwise. Иначе мне придется вернуться в Колумбию. But I work in a litigious country. Я работаю в такой как бы правовой. В стране, где любят судиться. Да, так. В стране, где любят судиться. By choice, which may surprise you. By choice, I live there. Я живу там по собственному выбору. Как бы вас это не удивляло. But at the same time, I take my time in learning about death, in learning about their families, in learning about their circumstances.
Но в то же время я стараюсь узнавать про их идеи о смерти, о их пути, о их семьях. So I do both. Так что The short answer. если коротко, я делаю то и другое. And I have worked with oh, okay, yes. Yeah, it's time. I just want to share the story of Mariana. Я просто хотела рассказать о той возможности, которая есть, ну, конкретно в Санкт-Петербурге, если вот говорить о том, что просто я проходила стажировку на телефоне экстренной психологической помощи. Он анонимный и для сотрудника, и для позвонившего. И очень часто звонят люди во время суицида, текущего суицида, и как раз ну, там нет возможности работать по протоколу или почему-то еще. И в таком случае мы действительно разговариваем с человеком как с его историей, с тем, что с ним происходит. Ну, просто что-то. Wow, awesome. Awesome, круто. Yeah, thank you for sharing that. Спасибо, что делитесь. So in the last 5 minutes that I have, и в оставшиеся 5 минут я бы хотела I want to share with you the work. Questions, yeah. Right? Да, у нас будет еще время, после 5 минут еще есть время для дискуссии. So I worked with a woman that I named Mariana from Central America. Я работала с женщиной, которая назову сейчас Mariana, из Южной Америки. Mariana had undergone the effects of sex trafficking and human trafficking. Она пережила опыт сексуального рабства. She was brought to the U.S. by a man that promised to marry her. Ее привез в Америку мужчина, который обещал на ней жениться. That she met online. Которым она познакомилась онлайн. And it ended up being a human trafficking setup. И попала в ситуацию такого рабства. She had been sexually abused when she was young. Она пережила опыт сексуального насилия в детстве. By many relatives. Many? Yeah, many male relatives. Father, uncle. Опыт сексуального насилия, который применяли многие родственники мужчины. She managed to escape the people that had captured her. Ей удалось сбежать. And was trying to make a life for herself in the U.S. И пыталась как-то освоиться в Штатах. With no immigrant documentation or speaking English. И без знания английского и без каких-либо документов. And there were troubles after troubles. She wanted to end her life. И было очень много sложностей, она хотела покончить с собой. She attempted many times unsuccessfully. И у нее было много неуспешных попыток. And the last time she took a full bottle of pills. И вот такой последний раз она приняла целую банку таблеток. When she was found and taken to the hospital, the doctors couldn't believe that she survived it. Когда ее привезли в больницу, врачи не могли поверить, что она вообще выжила, жива еще до сих пор. From a magical, realist, mythic perspective of the body, I was quite impressed by the doings of her stomach. С точки зрения, с перспективы магического реализма, я была очень воодушевлена, удивлена успехами ее желудка. What was the stomach up to that chose not to die? Какие мысли, повестка была у желудка, что он выбрал не умирать? Even though the mind was up to a project of dying. Несмотря на то, что разум как раз был в этом проекте завершения жизни. When I say the mind, is because she would speak in terms of thoughts. Почему я говорю разум? Потому что она говорила в терминах мыслей. And the thoughts she pointed that they were coming from up here. И она указывала, что мысли приходят отсюда.
I tell you this because I know that for other people the thoughts come from different parts of their body. Почему я акцентируюсь на этом? Потому что я знаю, что мысли у разных людей приходят из разных мест тела. So I asked Mariana if it would be okay with her if I would interview her stomach. Я спросил у Марианы, ничего, если ты не против, если я побеседую с твоим желудком? A little bit to my surprise, she was not surprised by my question. И как ни странно, она не удивилась такому вопросу. I said, of course, she's from Central America, I'm from South America, we're speaking the same language. Ну, конечно, она из Центральной Америки, я из Южной, и мы говорим на одном языке. This is not absurd. Это не абсурдно. Like everyday life. Каждый день такие разговоры. So I started to inquire to the stomach, what did the stomach knew about Mariana's life that was in this pro-life campaign? Я начала расспрашивать желудок, что же он знал такое о жизни Марианы, что скорее подкрепляло такой выбор жизни, а не смерти. So since we don't have much time, so the stomach like show the finger to the mind. Если коротко, то желудок показал средний палец мозгу, разуму. And connected it with the recipes of her grandmother. И как бы сделал такую отсылку или ассоциацию с некоторыми recipes, like food. Рецептами ее бабушки. The stomach told me that knew how rich and delicious Mariana's life was. Желудок сказал, что он знал, насколько богата и вкусна была жизнь Марианы и есть. When tasting grandmother's food that was made with love. Например, когда пробовал ту еду, которую бабушка приготовила и которая была сделана с любовью. So this took Mariana to become reacquainted with the grandmother who had died, was already dead. И эта беседа позволила нам воссоединиться с бабушкой, которая уже не была в живых. But she remembered that she had inherited her recipe book. Но Мариана вспомнила, что у нее есть книга рецептов бабушки. So she took it upon herself to follow the stomach's movement. И она решила как бы поддержать эту повестку этого желудка. Started cooking the grandmother's recipes. И начала готовить по рецептам бабушки. And invited other immigrant women with no documentation that she had met in her life in the U.S. И приглашала на эти вот обеды других женщин, иммигранток без документов, которых она на своем пути встречала. So she said that the recipes of the grandmother had the ability to wake up any death back from, how do you say this in English? Oh, I may have a translator here. Oh no, I put it in Spanish. So You can tell them en español. Despertar a cualquier muerto de su tumba. Rise the dead from their graves. Yeah, exactly. So that's how powerful the food was. Can you repeat again? Ну, поднять мертвых из могил. So it was through her relationship with her grandmother and her stomach. Так что через эти отношения с ее желудком и с ее родными, that Mariana got a different sense of what her body has been up to. Она получила иное представление о том, к чему стремилось ее тело. Or put up to that was different than sexual abuse, rape and violence. И это как бы стало противовесом вот этому насилию, изнасилованию, которому она подвергалась. Спасибо for your translation. Questions? Sure. Discussion? Yeah. Yes. Вы как вообще? Хорошо. Напряглись, немножко нормально.
there was several triggers that were fine. No? Надо ли открыть окно? Да. Да, мне вот очень за. Вопросы уже можно задавать? Да, я вижу руку. Дайте, ну, поднимайте руки и... Простите, что меня так много, но я воодушевлена и очень интересна. А как получилось? А может, Oh no, we can turn it off. можно как-то это выключить? Да. Жарко, ярко. Yeah. О. Hot. Вы все... That's even worse. I like to interview this stuff. Yes. Oh, great. Oh, yeah. Как получилось, что она сделала выбор в пользу желудка, уважая его, нежели воссоединиться с бабушкой, которую она так любила? Если представление... Почему нежели? И то, и другое. Есть ли такие представления в Латинской Америке, да, правильно, что уйдя в тот мир, там встречаешься с родными? Может быть... Is there a notion in Latin America when you die, you go with your relatives? Yes. Да. Да. Есть, и, может быть, есть нюансы, почему она решила с бабушкой вот так и с желудком, не бросив в этой реальности жизни остаться. Is there other ideas where did she decide to move on with the stomach and relative in this reality, not after death? Oh, yeah. I think there was a piece that she was thinking that her body had already undergone too much with all of the experiences of sexual violence. Я думаю, у нее было такое понимание, что как бы с ее телом как бы достаточно, ему достаточно уже всех перипетий, которые случились с ним. But the body was now telling her something different. Но тело ей сказало что-то иное. The body was creating a different narrative. Тело создавало другой нарратив. On the other hand, her desire of wanting to die was never in relation of wanting to reunite relatives. С другой стороны, ее желание умереть как бы не соответствовало ее желанию воссоединиться не противоречило желанию, не противопоставлялось желанию объединиться с родными. While it is a Catholic idea for some, it was not for Mariana. Ну, для некоторых здесь вступают в игру идеи из католицизма, но не для Марианны. То есть это было еще дополнительно любовь не только, уважение не только к желудку, но и ко всему остальному, ко всему телу в связи с насилием. Это был акт крови. Ну как, ну понятно. Мне кажется, она решила не бросить свою... Это и моя интерпретация. Если бы она умерла, она не могла бы ответить на сексуальное рабство. Телу. Response to this acts of sexual violence, and that was her choice to response. But that's my interpretation. Может. Okay. Maybe. Okay. Sure. Mark. Yeah. I know you, Mark. Nice to meet you. So that's a product. My question is a product of 3 days of listening to. I'm sorry. How did you decide to work with magical realism? Did you decide to pick this part of your culture from other tragic and maybe toxic parts of your culture, like Civil War? Я спрашиваю о том, почему именно магический реализм, почему все эти нубийские культуры, которая достаточно сложная и трагичная, в которой недавно закончилась 50-летняя гражданская война,
Почему, как из всего этого во что логический реализм, что вы делаете? I really stumble over it. Я как бы спотыкнулся об него. Yeah. I was in a search of a narrative therapy version in my Colombian Spanish. Search? Looking for the translation. Я искал перевод нарративной терапии на колумбийский, испанский, пыталась перевести. So I'll tell you specifically how it happened. Я могу конкретно сказать, как это случилось. I was doing my dissertation of translating narrative into Spanish. Моя диссертация была посвящена переводу нарративной терапии с английского на испанский. It's completely lost. I have no idea what I was doing. И я совершенно не понимал, что делать. Well, I was supposed to be at my computer typing. В то время, когда я, в общем, должна была печатать, I was rather laying on my couch with a cup of tea, reading Gabriel García Márquez. Вместо этого я лежала на своем диване с чаем и читала Габриэля Гарсия Маркеса. Feeling guilty that I had quit my job, supposedly to work on my dissertation. Одновременно с этим испытывала чувство вины, что я уволилась для того, чтобы заняться диссертацией. Neglecting paying my bills. И не платила по счетам. I was working closely with David Epstein in this task. В этом переводе я работала вместе с Дэвидом Эпстоном, это один из создателей нарративной терапии. Through email. Мы переписывались по имейлу. And so one of his emails he said, "Hey, how is it going?" В каком-то из писем он спросил, ну чё, как дела? And I'm like, oh shit, I have no text to send him. Я подумал, блин, мне даже нечего ему послать, никакого текста. But I said, it's okay, Gabo is giving me a hand. Gabo is the Colombian name for Gabriel García Márquez. Я написала, ну, слушай, у меня есть идея, дело в том, что Габо это сокращенное, это Маркес, ну, то есть так называют Маркес, Габо сокращенное. Он как бы протянул мне руку помощи. We don't know him personally, but we call him Gabo, like good friends. Мы не знаем его лично, но мы его называем Габо, как старые друзья. And so David was like, oh, that's fantastic. Tell me a little bit about your friend Gabo. И Дэвид спросил, о, это удивительно, расскажи мне немного про Габо. This was after I have mentioned Gabo many times. И это к тому моменту я уже упомянула его много раз. And then I said, oh, I'm very sorry, David. It's not a friend of mine, it's Gabriel García Márquez novels. И в тот момент я сказала, Дэвид, извини, дело в том, что это не то чтобы мой друг, это Габриэль Гарсия Маркес. And so that conversation, then he started saying, how is it that he's giving you a hand? И Дэвид спросил, как ему удалось протянуть тебе руку помощи. Then, well, I thought that I was neglecting my research time. It really ended up that his novels became inspiring in thinking about social justice in Colombia. Все дело в том, что его романы как бы пригласили меня к размышлениям о социальной справедливости в Колумбии. And then I started paying attention to it. It's like there's something here that is quite interesting. И с тех пор я как бы начала иначе читать, я начала обращать внимание на то, что здесь есть что-то еще интересное. So that was the beginning. And then throughout the years, I've noticed that thanks to studying Gabriel Gabo's work, это было в начале, а позже я обнаружила, что изучая работы Габо, I started listening to stories in Spanish very differently. Я заметила, что я начинаю слушать истории на испанском абсолютно иначе. When I go back to watch some of my recordings from earlier in my training, когда я пересматривала какие-то свои записи из того времени, пока училась терапии, now I say, I can't believe I missed this. Я теперь ужасалась, как же я это пропустила, какие части.
People speak about their hearts as if it was a person. Люди говорят о своем сердце как о некотором персонаже. Their soul. Или душе. Their bodies have a different form because when they speak about their heart, sometimes they point out at a different place in their bodies. И их тела устроены совершенно иначе. Например, когда они говорят о своих сердцах, они указывают совсем на другие части тела. So it is not that magical realism, it's now a new technique, but и магический реализм это не то чтобы техника. It just opened my ears. Она скорее позволила мне слышать. To something that has always been there. Что-то, что и так уже было в беседах. As you said, sometimes it is crucial for people to feel that they control their lives, that they can end their life. Yeah? But in this case, if they are hospitalized, is it a bad decision? Переведите? Oh yeah. Could you translate for your colleagues? Как вы сказали, в некоторых случаях людям важно ощущать, что они могут свою жизнь закончить, когда они хотят, что у них есть этот выбор, и в таком случае, как в Америке происходит, если по протоколу их в больнице, помещают в больницу. So I'm going to say something real quick first. I'm not sure that it's a matter of control. Для начала я бы хотел сказать, что это не то чтобы средство контроля. И не вопрос контроля. It's a matter of agency. Это вопрос agency, возможности влиять на свою жизнь. So I'm responding to your word control. Это просто комментарий к вашему слову контроль. And to the other side of your question, I have given up a judgment or if it's good or bad. Что касается второй части вашего вопроса, я бы сказал, что я отказалась от оценки, хорошо это или плохо. Well, my profession tells me that it is my judgment to say you shouldn't kill yourself. С одной стороны, вот профессия говорит, что я должна транслировать, что плохо себя убивать. Therefore, the protocol and the hospitalization. И это как бы в пользу госпитализации протокола. I am more interested in how they're judging their own acts. Мне больше интересно, как они сами оценивают это решение, этот поступок. So I have surrendered a moral position in that sense. Так что я сдала как бы вот эту моральную свою позицию в данном случае. So when you said is it good or bad, I believe that was. I meant hospitalization. Отвечал на другой вопрос. Never mind. Let's rewind the tape. Hospitalization. That's a hard one. They don't have this choice. Yeah. Yes. Oof. That's a hard one. Это сложный вопрос. You know, when you call, they are handcuffed. Например, если вы позвоните, в таком случае их, за ними приедут, их им наденут наручники. They're handcuffed, and it's a unit of response that have uniforms like police. Те, кто приедут, у них будет специальная одежда специализированная, они будут выглядеть, в общем, как полицейские. They put back in a police car and they're taken to the hospital. И их сажают в полицейскую машину и везут в госпиталь, в больницу. I just couldn't think of a more violent way of hospitalization. Я не могу даже представить себе более жестокого способа госпитализации. So I am critical of that procedure. Я точно против этой процедуры. It is dehumanizing. Она бесчеловечная. I have worked with folks that are released. Я говорил с теми, кого выпустили. Because the hospital mandates that they follow up with therapy. When they are released from the hospital, they are required to go to therapy. Но после как выпустили, им нужно ходить на терапию, то есть им предписывается ходить.
So I have heard the experiences of how is it like to be in the hospital. Так что я знаю, каково это быть, со слов этих людей, я знаю, каково это быть в этих больницах. So I hold on my judgments, and they're different from very helpful to a nightmare. И отзывы довольно, абсолютно разные, от того, что это было полезно, до того, что это было кошмаром. I do have my own biases about the setup of the process of hospitalization. I find it that humanizes. Но у меня есть свои представления, свое мнение о процессе госпитализации. Я считаю, что это бесчеловечно. And robs people from agency. И как бы это грабит людей, забирает у них эту вот agency, возможность влиять на свою жизнь. Yet have saved people's lives, and some appreciate it. Once again. Have saved people's lives. Hospitalization has saved people's lives. Ну, несмотря на то, что это все-таки спасает жизни людей. Можно уточнить сразу вот к этой процедуре госпитализации? Я правильно понимаю, что эта госпитализация, она еще и платная для человека, и последующая терапия тоже? И что они делают, если денег нету? Yes. Да, так и есть. What do they do if they don't have money? Yes. So you practice US values of debt. What? Financial debt. Есть практика, ну как бы человек попадает в долг, финансовый долг перед государством. So you have to pay a bill. Так что вам потом все равно нужно оплатить этот счет. You're billed for it, yes, and then you can set up a payment plan. И вам можно разработать план оплаты. You can pay like $5 a month or whatever. Можете платить $5 в месяц или как угодно. Вам нужно утвердить этот план. It costs $500. Стоит $500. То есть это еще один фактор, который предотвращает обращение за помощью в случае суицидальных мыслей. It seems to be like another factor which. Это просто попытка должна быть. Yeah. То есть тогда уж лучше доводить сразу до конца. So you better just commit suicide to avoid pain. It's better to commit suicide in a way. Well, imagine if financial burden is the reason why you find yourself in those circumstances. Особенно если представить, что именно финансовая ситуация привела к решению самоубийства. It's a fucked up system without a doubt. Не очень хорошая система. But it is a system that has also saved lives. So I don't want to totalize it or demonize it. Но мне бы не хотелось демонизировать эту систему, все-таки она действительно спасает жизни. Psychiatry has been beneficial for many people. I'm critical of their ways, but it's not a matter of demonizing what is better or worse. Я критически отношусь к тому, как устроена психиатрия, но это не повод как бы демонизировать всю сферу. I think we're all trying to do something. Я думаю, что мы все пытаемся что-то сделать. Можете рассказать о каком-нибудь случае, когда человек выбрал не жить? Из работы марсела? So it's some committed suicide. Yeah. Yes. One young woman. Одна девушка. Yes, she came. I was working at the. Можете спросить, почему вы спрашиваете об этом? Нет, просто. Хотите об этом поговорить? Нет, что за этим стоит вопрос? Я просто не совсем понимаю. Ну, мне интересно, как себя чувствовала Марсела больше всего. So the main question, how did you feel? Oh. In this case? Yeah, terrible. Ужасно. Yeah. So it was the response of our team. You know, how do we become witnesses of what we learned from her experiences? Because different therapists worked with her. И ответ нашей команды состоял в том, что мы все стали свидетелями ее опыта, потому что разные люди с ней работали.
Yeah. So we closed the clinic for that afternoon. Мы закрыли клинику в этот день. We told stories about what we knew about her. И мы рассказывали истории, делились историями о том, что мы знали про нее. We wrote them down. Мы их записывали. And we asked the mother if she was interested in hearing from us. И мы спросили у ее матери, интересно ли было бы ли ей почитать. Which the lawyer of the university said, "Are you insane?" На что юрист в госпитале сказал, вы с ума сошли? Remember, this is a litigious country. Помните, что это страна, в которой любят судиться? The fear of the university was to be sued. Не госпиталя, а университета. И страх университета был в том, что их засудят. Let me tell you that 6 months after, через 6 месяцев, the service was outsourced from the university. Outsourced. They closed it and they hire an agency to provide that service for the university. For the university. Yeah, instead of being part of the university. Был выведен из структуры университета. Ну да, служба, ну там, и поминки, они были как бы, их не проводили в университете, их проводили как бы отдельно от университета. Поминки или не? Нет, служба суицидологии. What was outsourced? Outsourcing is like what was outsourced? The centers, the student counseling center. В общем, через 6 месяцев центр, то есть при университетах часто бывают центры, где консультируют студентов, и через 6 месяцев после этого события его как бы вывели за пределы университета, он перестал быть частью университета. It decreases the possibility of the university being sued. Почему? Потому что это снижает риски для университета, что их засудят. By having provided counseling services to someone who killed themselves. Как, например, в тех случаях, когда происходит самоубийство, и те, кто там консультирует, принимали в этом участие в консультировании. У нас 5 минут. Спасибо. Вопрос. Не знаю, возможно, как-то это действительно сложно, потому что для меня очень сложно. Это именно суицид детский или несовершеннолетний. Что в такой, какая ваша позиция, может быть, есть? What's your stance toward children or teenagers who suicide? That has been the majority of the work that I've done, actually. Ну, честно говоря, это как раз относится к основной работе, которую я делаю. Where I worked before for 6 years. До этого я работала 6 лет в другом месте. We had a therapy service at in the school district. У нас был такой центр консультативный в школе. If any student mentioned anything about I want to die, or they draw a violent drawing. Если хоть один школьник говорил, что собирается, хотел бы умереть, или рисует какой-то такой вот подозрительные картинки. Подозрительные картинки, да. That triggers teachers' protocols. Это как бы сразу включает и призывает эти вот протоколы. And they send everybody to therapy. И всех отправляют в терапию. The largest referral reason is suicide ideation. Главный как бы повод направления в терапию это вот мысли о суициде, какие-то вообще размышления о самоубийстве. I'm very bad with numbers, but I'm going to say 75% of those referrals. Ну, примерно 75% этих. It was just a child playing a game. И по большому счету часто это просто дети, которые играют в какие-то игры. But the other, whatever number is left, то, что осталось, другие проценты. Were young people contemplating doing something against their lives. Что говорят о том, что есть все-таки
были все-таки дети, подростки, которые делали что-то по отношению к своей жизни. There is a discourse that is so, I find so pejorative, so risky, negative. Есть такой дискурс, который, мне кажется, довольно рискован. Of this idea of wanting to call attention to. Идея в том, чтобы как бы привлечь к чему-то внимание, или на что-то нужно особо обращать внимание. It humiliates the lived experience of the young person. И эта идея, она как бы обесценивает опыт, проживаемый опыт человека. As if it's just a cry for help. Как бы описывая его, что как будто это просто крик о помощи. Also, young people, queer young people. Извини, пожалуйста, по-моему, речь идет о так называемых демонстративных попытках привлечь внимание. People want to draw attention to themselves. Right, yes, exactly. Да, то есть, спасибо. You did this, or yes, whatever you say. То есть, да, речь о том, что какие-то попытки являются демонстративными, да, чтобы привлечь к себе внимание. Or queer young people who sexuality is also situated as a cause of. Queer подростки as it is their sexuality what is making them wanting to kill themselves, as if it was a totalizing experience. Should I try again? Дети, которые хотят совершить суицид по причине, ну, скорее всего, дискриминации из-за их ориентации, то есть. Не совсем. So, like specialists describe their attempts because of their sexuality, or not quite. Yes, so it is teachers, I would say heterosexual teachers or parents that attribute their gender identity or their sexual identity as the cause for suicide. Ну да, то есть их гендерная или сексуальная идентичность описывается как причина попыток самоубийства, хотя сами бы они так не сказали. Missing the complexities of discrimination, oppression, etc. И такой взгляд, он как бы затемняет, не дает увидеть контекст дискриминации и давления. Спасибо огромное. Наверное, последний. Да, хорошо. И я хотела спросить, вы показывали там статистику мировую. Она очень интересная. Вопрос, как получалась эта статистика? То есть ли какая-то специальная организация, которая накапливает эти данные, с какой частотой их обновляют? И насколько корректный сбор данных во всех странах, с учетом того, что разная специфика медицины, разная специфика даже внутренней страновой аналитики существует? Well, the World Health Organization, this is public, you can see it in their website. Это ВОЗ, Всемирная организация здоровья, это публичные данные, то есть они опубликованы, их можно увидеть на их сайте. And you can read how they go about collecting data. И там написано, как они собирают эти данные. This is information from the latest report on 2016. Это последний отчет 2016 года. I suspect the latest report is coming out soon. Мне кажется, скоро будет еще один, вскоре публикуют следующий. These reports are at the heart of a lot of money movement. Эти отчеты находятся в сердце, в ядре очень многих движений, как бы завязанных на деньги, на финансы. What I mean by that is that a lot of funding is given to different countries. Что я имею в виду, это то, что многие бюджеты, многие фонды распределяют деньги в разные страны. Based on this data. На основе этих данных. So it's political data. Так что это не просто информация, это политическая информация. If the stats are more concerning in some countries,
Если статистика в некоторых странах становится более пугающей, more money is giving to agencies from those countries asking for деньги grants. идут туда. Деньги идут туда. So these are not neutral numbers. Так что эта статистика не нейтральная. So I think the numbers say something, but it's not the only story. Я думаю, что цифры что-то говорят, но это точно не единственная история. I don't recall the ways in which they go about collecting the data. Я, честно говоря, не помню, как именно они собирают эту информацию. And I'm sorry for using the word data. И я хотел бы извиниться за то, что использую слово статистика или информация. I find that a dirty word. Мне кажется, это грязное слово. It dehumanizes people. Она обесчеловечивает людей. Because maybe some data is not correct, you know. I'm not sure about this. It's Возможно, там неправильные цифры. Information collected for political purposes. Помните, что это информация, которая собирается с политическими целями. Yeah. Thank you very much. Спасибо большое. Нужно поблагодарить того, кто это все организовал.